Всем привет! Надеюсь, интересная камера на видеообзоре сегодняшнем. Это камера с приложением IPC360 Home. По отзывам на странице продавца можно определить сразу, что да, камера интересная. Есть у этих приложений с поддержкой, у этих камер с поддержкой приложения IPC360 Home свои плюсы и свои минусы. Первый, давайте с минусом, и основной минус, как для обычного пользователя, это то, что камера имеет много функций, но они активируются при активации облака. Первые 30 дней даются пользование облачным сервисом бесплатно, потом определенная плата взимается. Полный функционал получить, активируешь облако и платишь какую-то копеечку. Инструкция, в общем-то, все остальное в этих камерах, считаю, только плюс. Кстати, камеры с поддержкой силуэта человека, определения автомобиля, животного, что-то там еще дальше посмотрим, слежение за человеком. И какой еще плюс этих камер, что они необычные. Смотришь на эту камеру, видели мы уже такую, например, камеру с приложением XMI ICC, но есть уже такие варианты в таком корпусе, но 4 камеры в одном устройстве. Здесь 3 линзы, камера одна, вторая, третья. А есть 4 камеры в одном устройстве и тоже с поддержкой приложения IPC360 Home. Вот такой вот вариант. Кто уже пользуется, пишите в комментариях, как вам вот эта камера с 4 камерами в одной. По комплекту блок питания, муфта крепления, муфта на RJ45 и карта памяти. Если ты закажешь, продавец тебе положит, которую ты заказал, с каким объемом. В общем-то, коробка не очень качественная, поэтому возможно, что придет не в таком хорошем состоянии, как у меня. Наклейка есть, и можно увидеть по наклейке модель. Это 8-мегапиксельный вариант камеры. Как считают они 8 мегапикселей? Это значит, верхняя камера имеет 4-мегапиксельную матрицу, и нижние камеры также 4 и 4. То есть, получается, они приплюсовывают 8. Если закажете камеру 4-мегапиксельную, то это будет 2 мегапикселя и 2 мегапикселя. Вот так считают они. Камера имеет плюс какой, что универсальный кронштейн, крепление на стену. Кстати, здесь вот все закрыто, аккуратненько. Крепление на потолок. Также есть возможность. И огромный плюс, что отпустив эти винты, мы сможем камеру провернуть. Провернув камеру, мы меняем положение вот этой камеры. Эта камера нижняя у нас поворотная по горизонтали, по вертикали. Можем изменять ее положение, зайдя на смартфон через приложение, удаленно из любой точки мира через интернет. Эта камера у нас не поворотная, поэтому фиксированная. Отпустили, провернули куда нужно, зафиксировали. Камера смотрит туда, это может другое место смотреть. На приложении запись идет 2 картинки отдельно, дальше посмотрим. Возможность подключения и работы по Wi-Fi. И, кстати, пишут, что на большом расстоянии работает. Человек пишет, что 30 метров по Wi-Fi работает. Но это прямая видимость, скорее всего, и хороший Wi-Fi роутер у него стоит. Я советую подключать по кабелю, но возможность по Wi-Fi есть, не отбрасываем ее. Если роутер будет недалеко, вообще идеальный вариант, камера будет работать по Wi-Fi. По кабелю также есть возможность, будет более стабильный и надежный. 12-вольтовое питание по стандарту разъем, блок питания в комплекте. Или же и кнопка сброса к заводским установкам. И вот здесь она есть под герметичной пробкой. Еще есть у нас, дублируется кнопка сброса под силиконовой заглушкой, и там мы видим слот для карты памяти, и вон мини-кнопка такая дублирующая для сброса к заводским установкам. Что у нас здесь? Динамик по стандарту, микрофон по стандарту и белые светодиоды и инфракрасные светодиоды. И здесь, и здесь. Хочешь будет светить, хочешь будут светить по человеку, по определению срабатывать. Камера может следить, светить.
может следить, не светить ночью, как захочешь, так и настраиваешь. Перед подключением камеры устанавливаем карту памяти. Камера может работать и без карты памяти. Карта памяти — это просто хранилище. Несложное подключение, блок питания, можно удлинитель до 10 метров больше нет, потому что блок питания небольшой мощности и будут потери по напряжению. Камера просто у вас не будет работать. Поэтому первое подключение без всяких удлинителей лучше сделать на столе, вот так проверить, настроить, а потом уже выносить камеру и уже экспериментировать. Удлинители или же лучше рядом розетку 220, поместить это все в коробку какую-то, закрыть, чтобы влага не попадала, и подключать камеру, поместить туда разъемы. То есть ваша фантазия уже здесь проявляется и все работает. Включаю в розетку, подаю питание, тут желательно камеру придержать, потому что тестовый режим будет обязательно. Глазок красный показывает и говорит, что работает блок питания. Камера щелкала. ИК-фильтры в 3 камерах, поэтому 3 щелчка сразу слышно. Тест механических фильтров ИК. Дальше поворотное устройство тестируется и калибруется. И есть у нас какой-то красный светодиод там светится. Вот индикаторное устройство есть вот здесь. Индикатор показывает, что камера, наверное, готова к подключению. Скорее всего, при подключении после процедуры перейдет в зеленое свечение. Ну, далее посмотрим. PC360 Home. Открываем. Регистрация стандартная, не тяжелая. Пустой список устройств, потому что нет у меня этих камер. Жму плюс, подтверждаю. И отсканируйте QR-код на вашем устройстве, на наклейке. Наклейка на кронштейне. Моментально забрался QR-код. Индикатор мигает красным светом. Поле включения ожидает. Да, мой свет камеры вспыхивает красным. Далее приложение хочет подключиться к сети. Подключиться. То есть подключается процедура какая? По Wi-Fi напрямую смартфон к камере, обменивается данными и автоматом подтягивается на роутер, который вы укажете. Да, еще и показывает найденные роутеры. И... А что, он включен у меня? Видеорегистратор автомобильный. Мощность сигнала даже показывает. Выбираю я роутер. Пароль указывает вам, что камера не поддерживает 5 ГГц Wi-Fi, поэтому даже не пытайтесь подключать, и навряд ли, что роутер ваш определит приложение. Хотя все может быть. 2.4 пароль доступа к роутеру по Wi-Fi и окей. Следим за светодиодом. Музыка какая-то зеленым, да. С зеленым таким. Ого. Камера ready, готова. Зеленый мигающий медленно. Устройство подключается. Все, в общем-то, в автомате работает. И выберите название устройства. Дом, пожилые люди, дети, домашние питомцы, магазины, офисы. Можете свое добавить. Плюс в помещении на открытом воздухе. Как на это повлияет? Лес, фабрика, строительство, сад, пруд. Давайте пруд. Далее. Назовите свое устройство. Так я думал пруд. Рекомендовать. Задний двор, черный вход. Блин, прикинь. Рекомендованное название. Все, понял. Делаю. Можно пропустить потом. Показывает вам, как будет работать камера. И это тот вариант камеры, когда вы с помощью верхней управляете нижней. Дальше посмотрим. И это огромный плюс именно этих камер с приложением. Инструкция. Понятно, да? Не будешь спешить, ознакомишься, все будет нормально. Соответствие линзы можно калибровать. Отслеживания нет отслеживания. Сопоставить линзы. Это лучше камеру поставить уже на место установки и потом сопоставить линзы. Блин, нажал, блин. Посмотрим, как этот процесс происходит. Просто наверное, калибровка поворотного устройства, как при загрузке камеры была. Все так же. Но там, кажется, надо еще ваше вмешательство ручное настроить по картинке. Желательно, да, вот. Желательно это делать на улице, на месте установки уже камеры. 2 точки фокуса на изображении А и Б одинаковы. Все, камера в списке устройств.
Так, со звуком сразу, эхо, потому что рядом камера. Ну вот, да, перетащите, чтобы изменить направление камеры купольной. Получается, верхняя камера у нас внизу картинка, а нижняя вверху. Та, что зумируется, та, что все моменты. Цифровое зумирование, переключение между объективами. И, кстати, по объективам 2,8 мм широкоугольный, и это видно. И 6 и 16. Ну да, видно 6 и 16. Приходят уведомления по движению с камеры. Куча уведомлений. И открывается сразу карта. Со звуком, то есть сразу просмотр того ролика, с которого пришло тревожное сообщение. Блин, и такое качество, классные картинки. Блин, чуть даже смартфон не бросил на пол. И такой вот просмотр. Или той камеры. Это в записи. Зашел я на карту памяти, которая установлена в камеру. И просматриваю. И это ты можешь делать через интернет из любой точки мира. Главное, чтобы был интернет. Хороший интернет со стороны камеры. И у тебя ты подключился там к мобильному, в кафе где-то, к Wi-Fi. Супер. И меняешь ракурс. Или же широкоугольный объектив 2,8. И реально, да, он широкоугольный, видно по нему. Или же два нижних дальнобойных. Или протягиваешь и смотришь другие ролики. Открывается адекватно, то есть карта не тормозит, ничего, никаких проблем с этим нету. Сегодня или же будет у тебя несколько дней записано, выбираешь. Запись событий или непрерывная запись. Это дальше сейчас я вам покажу в настройках приложения. Давайте в онлайн зайдем. Онлайн картинка с камеры на две разделенная. Нижняя широкоугольная и верхняя та, которая поворотная, которой можно вращать и можно зумировать. Ну, хорошо, вот видно переключение с объектива на объектив. Цифра на 6 мм выкрутилась до конца и видно потеря качества. И потом, когда вступил в работу вот сейчас 16-миллиметровый объектив, и пока он не зумированная картинка в идеале, и дальше уже идет зумирование цифровое, и ну как бы видно уже вот сейчас потеря качества видна глазу, да, на максимуме видна потеря качества хорошо. Но тут это не оптика, вы должны понимать, отсюда и соответствующая цена камеры. Угу. Ну плавно, вот видно сейчас переключение с объектива на объектив было. И поворот камеры. Вызываем джойстик. Это то, что мы можем сделать таким вот способом. С помощью джойстика. Наверное, скорость можно регулировать. Хотя я думаю, что... Стоп, куда ты? Подвисло чего-то, немного подвисло. Лучше этим всем заниматься с помощью нижней камеры общего плана. Но хотя не всегда тебе нужно повернуть туда, куда эта камера видит, поэтому там ты будешь использовать джойстик. А вот здесь берем, перенаправляем прицел, и нижняя поворотная камера поворачивает туда, куда ты настроил камеру широкоугольную статическую. Вот это удобно. В этих камерах многие уже спрашивают меня, а в ICC-шных камерах есть такое, в XMI-евских? Именно перенаправление, управление одной камерой, управляем другой. В тех камерах нету такого. Именно вот в 360, IP камера 360 Home в приложении, камеры, которые поддерживают это приложение. В них такая возможность есть. И далее ты берешь, если тебе нужно... Так, а что же здесь? Вот, вызываем зумирование и приближаем картинку. Ну, приближает, я вам скажу, что на хорошем расстоянии. И вот, наверное, 5-й этаж, 6-й. Ну, можно брать. И потеря качества, ну, я вам скажу, что еще и не критическая, если вот так перенаправить.
Ну да, и вот именно тот момент, когда нужно отцентровать линзы, то есть сделать вот ту калибровку, соответствие камер. И тогда у вас вот это будет совпадать с этим. Тянется вот как-то картинка при том, что... И видите, я отпустил, она еще поворачивается. Какой-то такой момент есть непонятный. И это вот именно... Когда джойстиком ты пытаешься камеру настроить, то так вот она с задержкой что-то поворачивается. Когда вот этой камерой ты регулируешь, то моментально срабатывает. Картинка, ну, на высоком уровне. Вот я смотрю, и прямо приятно наблюдать. Цвета соответствуют, качество, ну, микрофон нормально работает. То есть ты можешь слышать, добавив громкости, никаких посторонних шумов нету, звуков. Так, что у нас здесь еще? Можно таким образом просматривать, но тут качество уже теряется, и будет еще одна камера у тебя или несколько. Можно будет вот здесь их еще в режиме видеорегистратора. Просмотра нескольких камер. Соотношение, распространять, распространять. Открыть на все. Я понял. Или вернуться. И так можно вот даже просматривать. Я понял. И здесь Full HD качество не ставится, только SD. В просмотре нескольких камер. А здесь уже можно поменять на Full HD. И в HD качестве очень классно, супер просто. Так, и еще можно вот так цифрой. Это просто заслуга приложения вот это, что мы можем вот так резко приблизить. По значкам вверху битрейт. И вот этот зелененький, если нажмем, сохраним, было сохранено, чтобы защитить вашу конфиденциальность. То есть это моментальное сохранение или фото, или видео без стирания. То есть не будет перезапись идти на карте памяти. Сохранится в отдельную папку, как важное видео, которое не удаляется. Только вы сможете зайти и его удалить. Давайте по зумированию. Скажу вам, что вот я попробовал неплохое зумирование. Такое на приличное расстояние. Вот я даже тестировал тут же в прошлых видео камеру с 30-кратным оптическим зумом. Но она приближает примерно так же, но там потери качества нету. Здесь приближает тоже хорошо, но в итоге при максимальном зумировании потеря качества идет. То есть ты можешь вот приблизить вот этот вариант и оставить, будет писаться вот так вот. Например, тебе надо, чтобы та камера туда снимала, там автомобиль стоит, а эта камера снимала, например, общий план впереди. У тебя все так будет вот записываться. Эту перенаправил как нужно, призумировал, оставил. Не обязательно камерой крутить туда-сюда целый день, вращать. Просто вот именно цель какая, что у тебя в одном устройстве две камеры, по сути, которые пишут разное. Это пишет одно, это пишет другое, куда ты перенаправил. Плюс еще призумировал. Хоть и цифра, но впоследствии разобрать будет можно будет разобрать, что там происходило. Качество вполне таки хорошее сохраняется. По нижним значкам открыть карту, облако, наклон, понятно, джойстик разговаривать, в динамик что-то передать, захватить, сделать фото, видео кликнуть и записать в папку смартфона. Небольшой ролик. Это видео не на карту памяти, а именно в папку смартфона. Сделано в вашем альбоме, потом зайдешь, посмотришь. Что-то коротенькое записать, зашел, увидел, записываешь. Соответствие линзы понятно. Именно сделать процедуру. И вот она сразу здесь. И давайте сейчас сделаем эту процедуру. И в последующем это у нас повлияет на слежение. На функцию слежения. Если чем лучше соответствие линзы сделаешь, тем адекватнее будет слежение происходить. Камера там на улице покрутилась так же, как покрутилась она у нас на столе здесь, когда я включал функцию. Камера А, камера Б, две точки фокуса на изображении А и Б одинаковые. Не совсем одинаковые, если мы эту перемещаем, то что у нас перемещается? Перемещается вот это положение, поэтому я перемещаю на тую.
Вот так вот. Одинаковый, да. По идее, теперь все должно адекватно работать. Зумирование, перенаправление камеры и слежение. И отслеживание. Есть несколько видов слежения, я так понимаю, уже в этой камере. Отслеживание пули и купола, отслеживание купола. Статическая камера может давать команду на слежение, а отслеживание купола чисто, я так понимаю, нижняя поворотная решает, за кем следить. То есть увидела она, например, повернута она в другую сторону, и там производит слежение. А статическая смотрит просто вперед. Или же, давайте пули купола поставим. Включите, вам нужно знать, когда вы обнаружите, что объект отклоняется, нажмите кнопку «Сбросить положение», чтобы перекалибровать ее. Функция автоматической калибровки включена для вас по умолчанию, когда камера находится в режиме отслеживания движения, но не может сосредоточиться на желаемом положении. Объектив камеры автоматически вращается и калибруется для повышения точности обнаружения. Короче, заморочек куча. Включаем. И давайте посмотрим, что будет происходить. Форматирование сделано. То есть нижняя камера, тут движение и, ну да, вроде бы так. Вроде бы так. И следит за или более близким, ну более крупным объектом. Ну нормально таки следит. Что далее будет происходить? По идее здесь уже нету, а вот и есть. И теперь она следит за велосипедистом. И да, подает команду все-таки вот статическая камера на слежение за объектом. Переключишь купол, будет чисто следить поворотная. Сама решать, видеть и следить. Камера поворачивается к положению, где она, ничего себе, даже сопровождение идет на русском языке. Что делает камера? Было написано, камера поворачивается, но в предыдущее положение. И это она сделала. Ну, блин, прикольно. Развивают, кстати, вот эти тоже производители, вот разработчики IPC 360 Home приложения. И прикольно камеры работают. Прошлое так не радовало, как это. Это та камера, которая, ну вот, одиночная. Видеорегистратор ее не нашел. Он VIF протокола, скорее всего, в ней нету. Не нашел он ее в домашней сети. То есть, вот, для смартфона. Давайте дальше разберемся. Перезагрузить, следить, понятно, слежение. Вот, быстро можно вызывать. Давайте отслеживание купола, чисто купола поставим. И по идее сама поворотная будет следить за... Ну вот вопрос вот с этой хренью, что она подвисает, когда поворачивается. Тут надо вот... Может, доработают что-то. Да, следит за всем подряд, но это у меня не активное облако. Там, когда будет активное облако, то будет возможность слежения за человеком выбрать. Ну вот, видите, следит за автомобилями, за проезжающими автомобилями. Ну тут ей, конечно, работы будет много. А вот идут здесь люди и... ну так же почему-то. Также почему-то или та попала... Не попала ж она в объектив этой камеры, то есть этой камеры. И повернулась, начала следить. Скорее всего, она вернулась в местоположение предыдущее, с которого я включил слежение. И попались ей объекты, вот она начала опять следить. По идее, она сейчас, если не будет двигаться, ничего, она вернется вот в это положение, из которого я включил. Камера поворачивает в положение, где, да... Но она не успевает вернуться, потому что опять здесь движение. Ну вот это прикольно. Что делает камера, вот это прописывается. Последний раз остановилась. Где она в последний раз остановилась? Ну вот так, примерно понятно, да. Ну нужно разбираться дальше с этим делом. Отслеживание пули и купола. Сейчас я включу, чтобы это подавало команду. Посмотрим, что будет происходить. Продолжает следить за тем всем делом. Следит она само собой. Вот там машины ездят, следит она. Но когда здесь появится объект, она сразу отреагирует. Но можно исключить эту камеру. Там же, в настройках. То есть такой вот алгоритм. Вроде бы корректно. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я пока нет отслеживания выключу, чтобы ее
не задалбывать. Посмотрим дальше. Сирена, понятно, звуковая, ночное видение. Тут быстрые просто вот настройки. Зашел ты и сразу, чтобы не лазить там в менюшке. Понятно, умный режим. Если переключится умный, будете... Камера обеспечит яркий полный цвет при обнаружении движения. Постоянный цвет или черно-белый постоянный. Авто и К-свет. Может, даже можно будет выключать инфракрасные светодиоды в этой камере. Сортировка функции поменять или исключить, или добавить новые в быстром меню. Давайте по настройкам все-таки доберемся. Тревога. И здесь видите умное обнаружение и облако. Подпишитесь, и тогда у вас появятся эти все дела. Создайте зону движущуюся, то есть там, где камера будет реагировать, понятно. Текстовые уведомления, богатые уведомления. Опять же, включи облако, тогда тебе будет приходить уведомление, текст, миниатюра, или только текст, или только миниатюра. Или же просто текстовые уведомления приходят, что движение. А так типа с картинками будет приходить все дела, если ты активируешь облако. Сигнальная лампа. Если б мигалка, я так понял, была, сигнал тревоги, это что звучать будет из динамика. Сирена, welcome там и звук динамика. Опять же, по движению. Чувствительность, время включения тревоги, то есть можно по графику ставить по расписанию. Уведомления также по тревоге присылать или не присылать. 7 дней стандарт хранения видео или же 30 дней хранения. То есть ты можешь зайти с последних 7 дней посмотреть или последних 30 дней. Девайс. Сколько девайсов еще? 1 или 2, 3 или больше. $2.49 в месяц. После бесплатного периода. Хранение 7 дней. Хранение 30 дней, $3.49 в месяц. То есть тут проще, наверное, 30 дней взять, потому что разница в цене небольшая. И соответствовать, наверное, будет, если у тебя девайсов. Да, больше девайсов, дороже. Приложение работает нормально. Заход на камеру также быстрый. Вопросов нету. Ночная картинка на хорошем уровне. На очень таки хорошем уровне. То есть беспроблемная. Все четко. Всему контуру картинка чистая, без огрехов, без смыливаний, без засветов. Отлично. Что с той камеры, что с той. Также слежение работает за движущимися объектами. Не разобрался я в этом моменте с облаком. Вот, облако не активировано. Хотя я вроде бы нажимал, чтобы активировать. Соответственно, в настройках не появилось возможности включать по людям, по автомобилям, по всем этим делам. Те функции, которые активируют подписка на облако. Но в прошлой камере я вам показывал, появляется возможность там силуэта человека. Слежение работает однозначно за всеми предметами. Не знаю, может в новой этой камере при активации облака будет и за людьми следить. Но прошлая камера могла чисто присылать тревогу по человеку, а слежение работало по всем предметам. Вот как вы это сейчас видите, без активации облака. И за автомобилями, и за всеми моментами. Поэтому здесь как бы облако хорошо. Кому не нужно, кто не хочет тратить деньги, там, хоть они и небольшие, можно камеру использовать и без облака. Сохраняется все на карту памяти, то есть работает вот этот функционал, который я вам показываю. По ночным режимам, что интересно, ночное видение можно перевести в умный, по движению будет активация белых светодиодов и переходить в цветной. Можно цветной поставить на постоянку до утра, светит белыми LED-светодиодами, светит хорошо, картинка получается цветная. Если автомобили стоят, то номера не будут засвечены. И можно будет по цвету различить автомобиль, также людей и вещи. То есть, если это нужно, какого цвета, будет не черно-белая, а цветная картинка. Также отличный вариант. Вот. Порядок, в общем-то. Вопросов нету. Что еще здесь интересно? Черно-белый, понятно, не будет переходить, включать. И автосветодиодный свет здесь появился. Мы можем выключить. Тоже немаловажно, светодиоды. То есть картинка остается в цвете, но белые светодиоды выключены. Если будет территория освещена хорошо,
ну, уличный свет, фонари, то возможно оставлять камеру в цвете и без LED светодиодов. Будет она нормально показывать. Смотрю, что уже подтягивают все эти моменты, то есть особых шумов при недостаточной освещенности нету. Даже вот эти бюджетные камеры уже ночью показывают, можно сказать, отлично. Или же активировать. Дальше у нас при черно-белом режиме также есть вариант со светодиодами, картинка с инфракрасными. Вот. И есть момент, что их можно выключить. У многих вопросы возникали. Вот мне нужна камера, чтобы выключать я мог ИК светодиоды. Вот сейчас без ИК светодиодов картинка. То есть в этой камере эти возможности есть. Это тоже очень классно, потому что в таких режимах смарт-световой сигнал включается, когда устройство обнаруживает движение. Вы хотите выключатель? Да. И теперь будет по движению включать на какое-то время светодиоды белые, переходить в цвет. Ну, как обычно. Там задержка по времени стандартная, наверное, минута стоит. Карта памяти открылась. За день смотрите, что хотите. Со звуком, активация. Кстати, в режиме просмотра также можно вот запись какого-то момента нужного тебе выхватить нужно. Ты берешь и выхватываешь. И останавливаешь запись. Запись сделана в вашем альбоме, потом зайдешь ты и ее заберешь. Мне и альбом. И из последнего. Но видите, как пишет. Пишет с разных камер. Две отдельные картинки. То есть не одновременно две картинки, а разные камеры, две разные картинки. С датой, со временем, со всеми моментами. И со звуком. Камера продается в Украине. Заходите и приобретайте. Отдаю вам ее по цене AliExpress. Нормальный вариант. Кому нужно, кому понравилось, кого устраивает такое приложение, то можно пользоваться как одиночный вариант или несколько камер таких купить и поставить в разных местах, и вы сможете отслеживать их в этом приложении одновременно, как я вам показывал. Зумирование, кстати, ночью, смотрите, ну, уже на максимуме шумы появляются, но можно сделать так, что картинка еще будет и более-менее даже ночью при цифровом зумировании. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. В дороге еще много интересных и камер, и комплектов видеонаблюдения. Все буду вам показывать. Сам знакомлюсь с этим всем и вам показываю. Ну и продаю по цене закупки AliExpress в Украине. Всем удачи, до следующих видео.